Сегодня разбираем национального перевозчика Республики Кабо-Верде – Cabo-Verde Airlines. Компания, основанная в 1958 году, на 90% принадлежит государству, а ее базовый аэропорт – остров Сал. В этом выпуске у нас внутренний рейс в эконом-классе. Покажу, что вы реально получаете за билет, и сверю личные впечатления с официальными отчетами и статистикой по пунктуальности и отменам. Поехали! Друзья, я в аэропорту Боа-Вишта, и я надеюсь, что скоро будет мой рейс. Значит, я лечу на местных авиалиниях Cabo-Verde Airlines, и мой рейс уже задержали на больше, чем 8 часов. И сейчас я как раз иду на регистрацию, и надеюсь, отсюда у меня получится улететь на следующий остров, который называется Прая, скорее всего, столица Прая. Главный остров Кабо-Верде. И вот такая у нас регистрация. Так, как тут видно, то особо желающих пока что нет лететь на Cabo-Verde Airlines в Праю. И тут немного людей на регистрации. И наш рейс в 16:40. И сейчас будем регистрироваться. Кстати, билет стоит около 100 евро в среднем, 80-100 на региональные поездки, полеты вернее. И полет занимает около 30-35 минут обычно. Но так как у нас было опоздание и наш борт поменяли, то мы будем лететь на Boeing 737. Наш маршрут выглядит так. Боа-Вишта-Прая, остров Сантьяго, затем Прая-Сал. Два внутренних сегмента через столицу архипелага. У Cabo-Verde Airlines сейчас работает короткий парк. Всего два борта – Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-700. Их ориентировочный возраст 6,6 лет и 19,1 лет соответственно. Средний возраст по парку около 12,8 лет. Проблема этих двух бортов проста – минимальный резерв. Любая внеплановая ротация, техническая проверка или сдвиг экипажей, и расписание сыпется как домино. Добавьте островную погоду и короткие слоты в региональных аэропортах, и даже мелкая неполадка превращается в каскад. Дальше мы посмотрим на практике, как эта уязвимость отражается на фактических вылетах и прилетах, разворотах самолета и стабильности расписания именно в условиях парка из двух машин. Кстати, багаж включен на этом рейсе 30 килограмм, и это на самом деле по-разному зависит, потому что следующий наш рейс на Сал с Праи будет где-то 23 килограмма включено. На территории аэропорта есть несколько кафе, вот, например, одно, вот второе, есть сувениры. Я, кстати, быстро уже прошел чек-ин, получил свой посадочный талон и буду сейчас ожидать свой рейс. Можно, кстати, запаковать багаж свой за 7 евро целых. И так выглядит аэропорт. Так, значит, я уже сел в самолет. Самолет достаточно старый, ему 19 лет. И тут видно, что он немножко староват, но в принципе летать еще можно. Самолет летит быстрее, потому что это Boeing. Дорога занимает около 20-25 минут. И скоро мы уже будем отправляться.
especially Так during что- takeoff and land. Кстати, вот Follow такая the вот instructions. safety card. We'd like to point out that smoking is not allowed on board, including electronic cigarettes. Thank you. Есть пакеты для человеческих дел. Кстати, тут еще остались даже пепельницы вот такие. И вы видите, немножко все-таки грязновато тут. Вот сиденье. И так вот. Самолет, конечно же, после приземления никто не убирал. То есть вот как прилетели, так и летим обратно. Ну, вернее, те, кто прилетели сюда, мы просто сели в этот самолет без уборки. Вот так. Бортовое питание на таком рейсе за 100 евро выглядит довольно скромно. Вам положен только стакан воды. И все. Никаких закусок, никакого кофе или сока. Так что не надейтесь на что-то большее. Так, значит, история с Cabo Verde Airlines не заканчивается. Значит, мой самолет прилетел. Я уже пытаюсь забрать багаж, и прошло 45 минут. Сначала лента задвигалась, они немножко повыставляли чемоданы, и потом она остановилась, и поток чемоданов прекратился. И, естественно, я не знаю, сколько еще буду ждать мой чемодан здесь. И, конечно же, нужно закладывать как минимум день, чтобы добраться на этих авиалиниях на другой остров. Ну, естественно, что за это отвечает еще и аэропорт в первую очередь, не за выгрузку багажа на ленту багажную. Но общее впечатление складывается, конечно, не очень. Но стоит сказать, что, в принципе, персонал в самолете достаточно приветливый, то есть нареканий к этому абсолютно никаких нет, они делают свою работу, но к компании самой, конечно же, очень много вопросов. И вы задумайтесь над тем, чтобы, возможно, попробовать плыть на пароме на другой остров, хотя это может занять намного больше времени в плане по графику, если бы это было. Или попытаться на другой компании полететь, хотя тут практически монополия на доместик рейсы, и много чем ты никуда не улетишь. Так, друзья, если добавить еще про компанию Cabo Verde Airlines, то они поступают на самом деле ужасно постоянно с своими клиентами, потому что у меня следующий рейс в САЛ, и его перенесли буквально за 40 минут до вылета на 5,5 часов. И это ужасно, и на самом деле они так постоянно делают. И ты ничего не сделаешь. То есть я уже сдал машину, я приехал, как бы я мог потратить много времени, больше времени на провождение здесь, вернее на острове. А так я буду торчать в аэропорту еще 5,5 часов. Поэтому учтите, если вы захотите летать на этой компании, на внутренних рейсах или на международных. Потому что могут быть вот такие неприятные последствия. Кстати, рейсы Cabo Verde Airlines реально трудно отследить. Они постоянно меняют то самолет, то аэропорт вылета. Бывает, что борт прилетает пустым из Европы, а потом уже выполняет местный рейс. В итоге на тех же онлайн-табло или в приложениях вроде FlyRadar вы вообще можете не увидеть свой самолет или не понять, откуда он идет. Вот, как вы видите на рисунке, мой рейс даже не был указан в FlyRadar. И абсолютно непонятно было, куда он прилетит. Поэтому если летите этими авиалиниями, закладывайте, что отслеживание рейса – это тот еще квест. Так, по правде говоря, после скандала, устроенного мной, мне предоставили выбор поехать в город, например, Праю, или продукты какие-то питания, которые должны были быть тут. Но они появились, я так понимаю, только при посадке. Там телега стоит и выдают какие-то сухпайки.
Ну и я поехал, естественно, в Праю и отправляюсь сейчас в Сал. Так, значит, но эти все сухпайки и так далее не стоят потраченного времени, ожидания в аэропорту и так далее. Потому что если вы заплатили за дорогой отель и у вас рейс опаздывает на 5-10 часов, и остров находится 150-200 километров от места нахождения вашего, то это, по правде говоря, не очень правильно и не очень хорошо. Поэтому лучше подумать несколько раз и, возможно, выбрать корабль, нежели Cabo Verde Airlines. Кстати, выдали вот такой вот паёк. Тут сок, столовые приборы пластиковые и рис или что-то в таком роде. В общем, тут мясо и курица и рис. Вот такой вот набор за 5,5 часов. В целом, история с Cabo Verde Airlines показывает одну простую вещь. Летать здесь можно, но нужно учитывать местные особенности. Гибкость расписания, неожиданные замены бортов и трудности с отслеживанием рейсов – это реальность, с которой сталкивается каждый путешественник. Поэтому относитесь к этому спокойно, планируйте с запасом и принимайте это как часть опыта. В конце концов, Cabo Verde – это не только про перелеты, а про впечатления, ради которых сюда и стоит добираться.